Всем привет, ребята, с вами Злой Элвис, и в этом видео мы посмотрим на очередную хрень из магазина Fix Price – игрушку-проектор для рисования. На упаковке сказано, что в комплекте имеется 4 диска и 32 картинки. Также тут имеется инструкция в картинках и этикетка с информацией о производителе, составе и прочее, но это нам не интересно. Вскрываем упаковку. Тут мы видим какую-то желтую деталь странной формы. Зеленую деталь, похожую на душевую лейку. 2 сиреневых и какие-то диски. Сиреневые детали надо вставить в желтую. Зеленую деталь насаживаем сверху. Игрушка готова. А это сменные диски с картинками. Их 4 штуки. Давайте вставим батарейки и посмотрим, как это все работает. Выключатель располагается вверху. Без установленного диска эта игрушка работает как обычный фонарь. Светишь, лампу бери. Давайте попробуем установить диск. Вращением линзы снизу мы добиваемся фокусировки изображения, но при ярком освещении картинок не видно. Высота стойки настраивается. Чем выше, тем больше изображения, но при этом тускнее. Давайте приглушим свет. Так намного лучше видно. На этом диске строительная техника. Давайте поставим другой диск. А тут животные. Я полностью выключу свет и попробую нарисовать. Да, получилось, мягко говоря, не очень. Вот, давайте нарисуем игрока в доту. Ну что это, блядь? Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. Да, возможно, ребенку будет интересно рисовать все эти картинки, но что если мы захотим спроецировать какое-нибудь свое изображение? И тут у меня возникла идея сделать еще один собственный диск с изображениями. И для начала снимем размеры и спроектируем пластиковый корпус диска. Он будет состоять из 2 частей. Создаем диск и делаем в нем небольшое углубление, в которое будет вставляться вторая деталь. Затем прорезаем 8 отверстий для картинок. На оригинальном диске по краям были 8 углублений для фиксации диска в положении, когда картинка располагается точно под светодиодом. Они не обязательны, но мы их сделаем. Вторая деталь почти такая же. Вот так она будет вставляться в первую. Модели готовы, направляем на печать. Распечатались детали хорошо и отлично вставляются друг в друга. Никаких отличий от оригинальных дисков не обнаружено. Как же я получу изображение? Для этого у меня есть прозрачная пленка для струйных принтеров. С помощью нее я делал платы фоторезистивным методом. Кстати, угадайте, от какого устройства эти изображения плат? Теперь нам нужно создать макет для печати на пленке. Первой картинкой будет, конечно же, логотип моего канала. Царь во дворца, царь во дворца. Второй картинкой будет логотип организации, которая щедро одаривает меня за мое творчество $8 в месяц. Логотип магазина, в котором куплена эта игрушка. Далее картинка с эмоциями, которые я испытываю, когда трачу все выходные на съемки и монтаж видео. Картинка для хайпа и привлечения подписчиков. Человечек из игры Among Us. Но мой канал все-таки технический, а не какой-нибудь там детский, поэтому следующим изображением будет телевизионная испытательная таблица, которая очень раздражала в детстве, особенно когда ее пускали вместо мультиков. Долго думал, какие изображения добавить еще. Добавил пару случайных фото успешных влиятельных людей.
Макет готов, теперь можно направлять его на печать. Печатаю я на струйном принтере Epson L312. Распечаталось все отлично, изображения достаточно четкие. На обычной бумаге они значительно хуже, так как краска сильно растекается. Остается только аккуратно вырезать ножницами и вставить в корпус. Тут я совершил ошибку. После печати этой пленке нужно дать просохнуть хотя бы 5 минут. Я этого не сделал, и некоторые рисунки размазались от касаний пальцами. Пришлось перепечатывать. Теперь диск готов к тестированию. Немного неправильно расположил картинки. На макете их нужно было поворачивать, у меня же все они стоят ровно. Поэтому тут мы видим, что каждая последующая картинка слегка повернута относительно предыдущей. Эту штуку вполне можно оснастить блоком питания и использовать как ночник. И просыпаясь ночью, вы будете видеть на потолке какие-нибудь прекрасные картины. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Также это вполне может помочь художникам для создания картин и граффити на стенах. Но давайте уже наконец разберем эту игрушку. В желтой детали ничего интересного. Шестеренка и зубчатая рейка, с помощью которой меняется высота подъема проектора. Все устройство проектора можно описать 4 словами: батарейки, выключатель, светодиод и линза. Причем светодиод тут с виду обычный, 5-мм, он подключен через токоограничительный резистор и залит термоклеем. Как вы видели, этот светодиод светит очень ярко, и мне стало интересно, какой же ток он потребляет. Обычный 5-мм светодиод рассчитан на 20 мА. Через этот светодиод проходит около 70 мА. Если это обычный светодиод, то такой ток его быстро прикончит. Конечно, возможно, что это особый светодиод в таком корпусе с более мощным кристаллом, но... Я очень в этом сомневаюсь. На ощупь небольшой нагрев ощущается, но не сильно. В общем, одному только китайскому богу известно, сколько он проработает. У меня нашелся какой-то советский окуляр, и он вставился в игрушку. Но качество картинок лучше не стало. Тут упор идет в качество печати на пленке и размеры источника света. Кстати, давайте взглянем на объектив игрушки. Он тут тоже разборный. Корпус держится на 2 защелках. Внутри мы видим 2 линзы. Почему 2, а не одну? Задача линз — преломить свет таким образом, чтобы собрать его в одной точке. Но при этом появляются различные искажения. Сферическая аберрация, хроматическая аберрация, кома, астигматизм, дисторсия, кривизна поля. Составные объективы из линз разных форм и размеров могут компенсировать все эти недостатки. Но 2 линзы — это, конечно, самый примитив. Тем более эти линзы пластиковые. Но для игрушки это приемлемо. Вот такая игрушка продается в фикс-прайсе. Стоит ее покупать или нет, судить вам. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал. Впереди еще много интересного. А с вами был Злой Элвис. Всем пока.